Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, волшебный, магический, особенный день, поэтому обязательно в этот день проведите одну простую практику. Вам понадобится буквально щепотка соли, бросьте щепотку соли и скажите определенные магические слова. Они помогут вам сегодня не только избавиться от любого зла, зависти, негатива, а также приобрести те блага, которые вам нужны в жизни. Помните о том, что все мы практики проделываем с открытым сердцем и с чистой душой. Если у вас плохое настроение, вы чем-то недовольны, вы расстроены, ни в коем случае не проводите эту практику, потому что она у вас не получится, и вы будете расстроены. Давайте далее все, друзья, более подробно посмотрим, что же нас ожидает в этот день, 21 февраля, по лунному календарю. Итак, друзья, по лунному календарю на 21 февраля Луна предвещает интересные изменения и влияние на нашу жизнь. В этот день Луна у нас с вами находится в фазе роста, в знаке зодиака Лев, и у нас с вами 12 и 13 лунные сутки. А это говорит нам о том, что у нас идет достаточно сильный рост, развитие и разрастание энергии из космоса. Поэтому сегодняшний день очень благоприятен для новых проектов, для осуществления задуманных целей. И, конечно же, воплощайте все свои мечты, желания в реальность. Кроме того, Луна в знаке зодиака Льва придает этому дню дополнительное влияние силы, страсти, энтузиазма. Это время, когда мы можем чувствовать себя намного увереннее, могущественнее и быть готовыми к тому, чтобы реализовывать все то, что мы желаем и хотим. Поэтому, если в вашей голове сегодня проявляются какие-то мысли или идут какие-то подсказки, знаки, не игнорируйте их. Почему? Потому что, скорее всего, в этот день к вам поступит та информация, благодаря которой вы сможете двигаться дальше. Кроме того, несмотря на положительные аспекты этого дня, существуют все-таки и определенные опасности, которые стоит учитывать. Дело в том, что Луна в знаке зодиака Лев может придать нам некоторую самоуверенность и чрезмерную гордость. А значит, мы можем склонны быть где-то к драматизму и выделению себя на первый план, то есть быть достаточно большими эгоистами. А это к чему, друзья, может привести? Привести к каким-то конфликтам и к недопониманиям с окружающими людьми. Кроме того, в этот день возможно возрастание эмоциональной нестабильности и вспышка гнева. Поэтому Луна во Льве усиливает наши с вами эмоции и делает нас более страстными. Поэтому очень важно контролировать свои эмоции и избегать излишней агрессии или драматизма в этот день. Обращаем ваше внимание, эти негативные моменты ни к чему хорошему не приведут. Поэтому, если вы чувствуете, что вас кто-то пытается ввести в заблуждение, вывести из себя, кто-то пытается сделать так, чтобы вышли на конфликт, на ссоры, на скандал, в первый момент останавливайтесь и подумайте о том, для чего эти люди делают, для чего они это делают, и вы будете удивлены. Делать для того, чтобы вас вывести из равновесия, для того, чтобы вы ругались, спорили, но при этом ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, сегодня, чтобы извлекать максимум пользы из этого дня, обязательно сосредоточьтесь, друзья, на саморазвитии, на творчестве, обязательно на самовыражении. Помните о важности уважения к окружающим и контролируйте свои эмоции. Даже если вам очень сегодня сложно, даже если вам где-то будет тяжело, потому что у каждого человека это по-разному проявляется, но помните о том, что слушая наши советы и используя это в своей жизни, вы действительно сможете добиться определенных успехов. Конечно же, возможно, не сразу, потому что у каждого свой жизненный опыт, навыки, свои какие-то жизненные цели, задачи, но все это возможно. Что же касательно лунного календаря здоровья на этот день, 21 февраля, то он обещает интересное воздействие на наше физическое и эмоциональное состояние. Как мы уже сказали ранее, растущая Луна ассоциируется с увеличением энергии и силы, поэтому это время, когда наш организм лучше реагирует на физическую активность и на восстановление. Поэтому сегодня прекрасный день для того, чтобы заниматься спортом, физическими упражнениями, стараться ввести активный
образ жизни. Усилия, направленные сегодня на улучшение физической формы и здоровья, могут оказаться для вас особенно эффективными. Кроме того, знак зодиака придает этому дню дополнительное влияние страсти, динамизма, самоуверенности. Люди могут чувствовать себя более энергичными и мотивированными к достижению своих целей. Это также может способствовать улучшению настроения и общего благополучия. Но стоит быть осторожными, чтобы не перенапрячь себя и не стать слишком импульсивными. Дело в том, что слишком интенсивные физические нагрузки в этот день могут вас привести к переутомлению или даже травмам. Поэтому важно слушать свое тело и стараться умеренно заниматься спортом, насколько это возможно. Также сегодня в этот день, 21 февраля, следует помнить о важности своего эмоционального здоровья. Луна в знаке зодиака Лев может делать нас более чувствительными к эмоциональным колебаниям и к стрессу. Поэтому в этот день особенно важно уделять внимание своим эмоциям, находить способы управления и обеспечивать себя поддержкой. Помните о том, что очень важно, чтобы в эти дни мы с вами заряжались энергией с космоса. Поэтому не игнорируйте те знаки, подсказки, которые идут. Что же лунного календаря денег, то знаете, то сегодня у нас обещают интересные перспективы для финансовых начинаний. Как вы понимаете, это благоприятное время для финансовых начинаний, для инвестиций, для развития бизнеса. Под влиянием знака зодиака Лев этот день также придает дополнительную силу и уверенность в себе. Это может помочь вам в преодолении финансовых препятствий и в достижении финансовых целей. Однако необходимо понимать, что энергия Льва может быть чрезмерно такой большой, и это может побудить вас к каким-то рискованным финансовым решениям или даже излишней трате денег. Поэтому проявляйте осторожность, проявляйте здравый смысл в финансовых делах и, пожалуйста, избегайте излишних рисков. Даже если вам сегодня предлагают бизнес-проект, бизнес-план, где все расписано до мелочей, в любом случае, если вы не уверены, если что-то вас смущает, бывает так, что вы смотрите на цифры, и они вам очень нравятся. И здесь, знаете, нужно искать минусы. Недаром говорят, что дьявол кроется в деталях. И именно сегодня, именно на детали нужно обращать внимание. Кроме того, чтобы максимально воспользоваться энергией дня, очень важно, чтобы вы сегодня планировали свои все финансовые действия. Подумайте о том, чтобы, возможно, начать заниматься каким-то поиском еще других источников вашего дохода. Очень важно, чтобы вы были сами в себе уверены в своих возможностях и действовали, конечно же, с уверенностью. Дело в том, что энергия знака зодиака Лев обязательно вас поддержит в достижении ваших финансовых целей, если вы, конечно, будете решительны и будете настойчивы. Ну и, конечно же, в этот день избегайте расточительства и излишних трат. Сосредоточьтесь на том, чтобы использовать свои ресурсы эффективно и разумно. И последний очень важный момент касательно денег. Практикуйте сегодня благодарность. То есть говорите слова благодарности за все то, что вы уже имеете, за то, что есть в вашей жизни. Позитивный настрой и признание собственных достижений могут помочь вам привлечь еще больше финансового изобилия в вашу жизнь. Поэтому прямо сейчас в комментариях напишите слово «благодарю», напишите «за что» и обязательно кого. Пусть это будут просто имена, но вы оставили правильный отпечаток для Вселенной, для высших сил, и все понимают и уже осознают, за что вы благодарны и кому. Поэтому практику благодарности прямо сейчас, после просмотра видео, попрактикуйте. Обязательно напишите за что и кому. Пусть это будут 2-3 предложения, не надо писать сочинение на свободную тему на пол-листа, но очень важно, чтобы вы осознавали и понимали, за кого вы благодарите. Не забудьте себя поблагодарить, не забудьте поблагодарить ангела-хранителя, высших сил. Не забывайте благодарить тех людей, которые с вами в самые сложные моменты вашей жизни. Ну и, конечно же, наши любимые с вами враги и недоброжелатели. Они также наши учителя, они помощники, они делают нас лучшими из лучших в себе. Теперь давайте посмотрим на карту Таро на
21 февраля. Что же у нас сегодня за карта и на что нам сегодня стоит с вами обратить особое внимание? И, друзья, у нас эта карта колесо фортуны. И, как вы понимаете, эта карта символизирует именно сегодня, в этот день, 21 февраля, изменения, цикличность, удачу. Эта карта говорит о том, что жизнь подобна колесу, которое постоянно вращается. И сегодняшний день может принести вам как положительные, так и негативные изменения. Поэтому ваша задача настроиться на правильные русла, в правильном направлении, двигаться к намеченным целям, те, что вы смотрите, видите перед собой. Кроме того, нам говорит о том, что очень важно выбираться из тех вот циклов, которые несут негатив, потому что мы можем спокойно тогда из негативных моментов переходить в положительные моменты, но для этого нам нужно с вами развиваться, двигаться, искать что-то новое. Кроме того, сегодняшний день может быть наполнен благоприятными возможностями, вызовами и испытаниями. Поэтому ваша задача быть терпеливыми, мудрыми, для того, чтобы не подхватить, не натворить каких-то моментов в своей жизни, не сделать ошибок, за которые потом придется расплачиваться. Кроме того, не стоит сегодня беспокоиться о каких-то неизбежных изменениях. Дело в том, что мы с вами должны принять контроль над своей судьбой и быть готовыми в любую минуту адаптироваться к тем или иным переменам. Поэтому сегодня, 21 февраля, старайтесь быть открытыми к переменам, будьте готовы к изменениям и принимайте их как часть своей жизни. И если вам представляется возможность, не бойтесь сегодня рисковать и воспользуйтесь удачными моментами. И поверьте, они сегодня будут, только, конечно же, их нужно разглядеть. Это очень важно. Кроме того, очень важно, чтобы сегодняшний день вы оставались оптимистичными и верили только в свои силы, вне зависимости от того, что вас сегодня ожидает, и, возможно, вам что-то и не нравится в жизни, но ваша должна быть открытость к переменам, позитивный настрой, и вы сможете обязательно преодолеть любые вызовы и воспользоваться благоприятными возможностями, которые принесет этот день. Теперь давайте уделим внимание и посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 21 февраля. Итак, друзья, Архангел Михаил в этот день, 21 февраля, призывает нас к смелости и к решительности в действиях. Это время для того, чтобы мы с вами осознали свою внутреннюю силу и вышли за пределы своих ограничений. Архангел Михаил направляет нас к осуществлению наших целей и защищает нас от негативных воздействий. Кроме того, Архангел Михаил призывает нас преодолевать страхи, сомнения. Почему? Потому что именно эти страхи, эти сомнения, эти обиды, это недовольство, это все мешает нашему развитию. И высшие силы поддерживают нас в наших усилиях и помогают нам преодолеть препятствия на пути к успеху. Поэтому помните о том, что когда вы работаете в команде, даже с высшими силами, с нетелесными существами, вы должны понимать, что все равно это в команде, это все вместе. И тогда в вашей жизни действительно будут происходить достаточно интересные изменения. Кроме того, если вам сегодня сложно, у вас что-то не получается, обязательно обратитесь к Архангелу Михаилу за защитой, и он вам обязательно поможет. Кроме того, вы сегодня должны найти понимание своих жизненных задач, поэтому обращайтесь к своей мудрости, ищите то направление, которое вам принесет, возможно, вдохновение, принесет радость, понимание того, как и к чему вам нужно двигаться. Помните о том, что только вы можете решить для себя, что вы хотите и как вы хотите двигаться. Каждый день приносит нам с вами новые возможности, приносит нам новые испытания. Но ваша задача быть мудрыми, терпеливыми, быть и понимать, что вы делаете. Не идти наперекор судьбы. Иногда может лучше остановиться, подумать, поразмыслить, а потом уже двигаться дальше. И, друзья, в этот день мы с вами хотим провести одну практику. Она очень простая, эта практика, но она сегодня вам поможет в жизни. Эту практику вы можете провести на работе. Если, например,
например, вы чувствуете, что у вас что-то в коллективе не ладится, что-то не получается, кто-то за спиной начинает говорить какие-то сплетни, разносить гадости и так далее, и так далее. Вам нужно взять буквально щепоточку соли и бросить эту щепоточку соли перед собой и скажите следующие слова. Соль весь негатив убирает, зло возвращает, удачу и достаток приумножает. Истина, да будет так. Сказали эти слова и дальше идите по своим делам. И именно эти слова, друзья, вам помогут сегодня в решении тех или иных вопросов, которые могут появляться у вас на протяжении дня. И будьте сегодня, конечно же, внимательны и осторожны по отношению к тем людям, кто находится в вашем окружении. Друзья, вот такой у нас с вами день, 21 февраля, достаточно успешный, благополучный день. Мы всем желаем, чтобы он для вас прошел легко, просто, ярко. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео, кому вы знаете, что это видео, и эта информация действительно будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это, друзья, следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже с вами буквально в следующем видео.